На данный момент общая капитализация рынка криптовалюты составляет почти $1,5 триллиона, из которых большая часть приходится на биткоин и эфириум, а оставшиеся сотни миллиардов долларов – это огромное количество альтов. И как вы знаете, каждый альткоин выполняет ту или иную функцию. Вот, например, XRP интегрирует банковскую систему для проведения быстрых платежей, Solana – это убийца эфириума, который предоставляет лучшую масштабируемость за минимальной комиссии, токен Link сейчас ведет активное сотрудничество с системой SWIFT и так далее. Все эти монеты, а также их предназначение мы прекрасно знаем, но есть один альткоин, который очень редко попадает в новостные заголовки и про него мало кто говорит, хотя он входит в топ-30 монет, имеет $3,5 миллиарда капитализации, а также способен соединять все блокчейны в одну общую сеть. И как вы уже могли догадаться, это монета Atom. Да, друзья, Atom это альткоин, который получил свою популярность во время булрана 2020 и 2021 года. Его очень часто называют новой Соланой, так как на блокчейне Cosmos можно легко строить свои проекты, а также приложения. Разработчики Atom говорят, что их блокчейн самый надежный на рынке, и с помощью него можно превратить крипту в одну общую сеть, где не нужно будет иметь десятки кошельков для различных монет. Для этого они сотрудничают с многими другими блокчейнами, как, например, Avalanche. Но почему, если Cosmos может предложить такие масштабные возможности, монета Atom до сих пор находится на 21 месте и не приближается к топ-10? А это вы узнаете сегодня в видео, потому что мы полностью изучим монету Atom, узнаем, что она из себя представляет, какие у нее главные плюсы и минусы, причем здесь Do Kwon, дополнительно вас ждет ее теханализ, а также я отвечу на вопрос, стоит ли добавить Atom в свой портфель, или лучше инвестировать деньги в ту же Solana. А перед просмотром, если вы желаете, чтобы мы сделали еще такой обзор на другую популярную монету, давайте наберем 800 лайков. Мы готовы выпускать такие ролики гораздо чаще, но все зависит от вашей поддержки, поэтому ставьте лайки, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, сегодня мы под микроскопом разберем проект под названием Cosmos, а также его внутреннюю монету Atom. И, кстати, это видео выходит только благодаря вам, потому что недавно в нашем Telegram мы проводили опрос, на какую монету снять обзор, и победителем стал Atom. Поэтому, ребята, если вы до сих пор не подписаны на наш Telegram, сделайте это прямо сейчас, чтобы принимать участие в таких голосованиях, а также ежедневно получать только самую важную информацию, актуальные новости и много эксклюзивного контента. А поскольку уже скоро мы проведем новое голосование, вы лично сможете решить, на какую монету будет следующий обзор, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а мы начнем с ответа на вопрос, что же такое монета Atom и почему она продолжает оставаться в топе вместе с другими популярными монетами. Atom это внутренний токен блокчейна Cosmos, который был запущен еще в далеком 2019 году, собственно, как и большое количество других проектов. Ведь после нереального успеха эфириума, разработчики по всему миру поняли, что этот рынок только зарождается, и если создать хороший проект, то на этом можно очень хорошо заработать. Вот поэтому швейцарская некоммерческая организация Interchain Foundation еще с 2015 года начала курировать разработку Cosmos, которой занимался основатель проекта Джек Вон. И нет, это не брат того самого До Квона, который сейчас получает обеды по расписанию, просто однофамильцы. В 2017 году Джек Вон со своей командой заключили партнерство с компанией All-in-Bits, которая занимается разработкой всевозможного ПО, для того, чтобы приступить к созданию Cosmos Network. Как я говорил в начале, они хотели создать блокчейн, не похожий на конкурентов, и они поняли, что на рынке уже есть много других блокчейнов, но все они работают отдельно друг от друга, что является большой проблемой для проведения транзакций с одной сети в другую. Тут-то и возникла идея решить эту проблему, из-за чего по сей день Cosmos позиционирует себя как сеть, которая может объединить все блокчейны в одно целое. Но для развития любому проекту нужны деньги. Для этого в 2017 году Cosmos провели ICO, которое, конечно же, не обошлось без самых крупных криптофондов, как, например, Polychain и Pantera Capital, которые вместе выделили $16 миллионов, а взамен получили более 160 миллионов токенов. И, кстати, особое внимание нужно уделить именно распределению этих токенов. В целом, фонд Interchain Foundation провел несколько раундов частных и публичных инвестиций. Изначально общее предложение Atom было более 236 миллионов. Закрытое распределение составило 5%, и инвесторы получили 11 миллионов 800 тысяч токенов за $300 тысяч. Стратегические ранние инвесторы получили 7,1% на сумму 1 миллион 300 тысяч, составило 67,9%
9% от общего количества атом. Но при этом в 2019 году еще по 10% получили All-in-Bits, а также сам Interchain Foundation. Таким образом, получается, что 20% монет на старте достались создателям. Ну да, себя обделять никто не хотел. И если сравнивать профит от проданных монет, то можно увидеть колоссальную разницу, ведь публичные продажи принесли около 10 тысяч процентов профита в 2020 году, в то время как частные продажи принесли 12,5 и 40 тысяч процентов прибыли, поскольку они получали атом не по $4 за токен, как это было после листинга на биржах, а не более чем за 10 центов. Но для этого и создавали проект, чтобы на этом можно было заработать. После того, как сеть Космос была запущена на 100%, а монета Атом торговалась на самых популярных биржах, проект начал свой путь на рынке крипты. За счет масштабирования и возможности создавать собственные проекты, в 2021 году на основе блокчейна Космос было создано более 250 различных проектов. А учитывая, что в то время альты каждый день показывали нереальный рост, Атом также привлекал внимание многих инвесторов, которые хотели на нем заработать. Сейчас рынок альтов немного изменился, но если взять движение монет, то оно также позволяет получать очень хороший профит, особенно если вы вовремя открываете сделки, как участники нашей подписки Coin22 Pro. Ведь буквально на этой неделе наши аналитики предоставили лонг-сделку на монету AVAX с лучшей точкой входа и уровнем фиксации от 60% прибыли. И это все благодаря нашим аналитикам, которые следят за рынком 24/7, чтобы вы ежедневно получали прибыльные сделки. А если вы новичок и также желаете начать зарабатывать на крипте, то мы предоставим вам пошаговое обучение и круглосуточную поддержку, благодаря которой вы всегда сможете получить помощь в торговле. Для более детального ознакомления с подпиской Pro вы всегда можете перейти на наш официальный сайт. А чтобы получить первую прибыль на текущем активном рынке уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании. Если говорить о крупных партнерствах, которые, как правило, положительно влияют на рост любой монеты, то Атом не особо отличается громкими интеграциями с крупными компаниями. Но в этом году Космос заключил партнерство с крупнейшими японскими банками, которые с помощью блокчейна работают над запуском стейблкоинов. Тем не менее, Космос очень тесно работает с другими блокчейнами, как, например, Avalanche, которые подключили к специальной сети, через которую он легко может взаимодействовать с сетью Космос. Из самых популярных проектов, которые были запущены на сети Космос, можно отметить Chain, у которого внутренняя монета очень хорошо выросла в этом году, также проект Injective и даже знаменитая Terra Luna была построена именно на сети Cosmos. Дополнительно блокчейн активно работает с Binance, и даже через Binance в прошлом месяце Cosmos запустил Launchpad на проект Neutron. Ведь когда дело касается любого молодого проекта, Binance напрямую заинтересована в том, чтобы проект, который запускается на ее платформе, получил максимальную популярность. Для этого у Binance есть специальная программа MVB, которая помогает молодым стартапам в сфере Web3, NFT и DeFi развиваться и масштабироваться. Через программу MVB был запущен даже Polygon, а также проект TIA, который построен на сети Cosmos. Возможно, из наших зрителей есть те, кто занимается развитием своего крипто-стартапа, поэтому вы также можете поучаствовать в этой программе от Binance, ведь достаточно просто подать заявку на этом сайте. Также, что отличает Atom от многих других монет, это его так называемая медийная сторона. Я думаю, вы замечали, что на рынке выходит очень много новостей про биткоин, эфир, Solana, Link, XRP, но очень редко вы можете увидеть, что в заголовках популярных крипто-СМИ промелькает тикер Atom. Одной из последних новостей, связанных с этой монетой, была новость про то, что комьюнити Cosmos проголосовала за снижение инфляции токена Atom, что в принципе положительно повлияло на его цену, но больше никаких событий, которые были связаны с Atom, в последнее время не было. А когда о монете никто не говорит, ее не обсуждают, не создают какие-то инфоповоды, это значит одно: монета совершенно никому не интересна, и явных причин, чтобы инвесторы начали скупать Atom, как ту же Solana, нет, из-за чего в будущем Atom вряд ли сможет нас удивить сильным ростом. Но что вообще ждет Atom в будущем? Это можно понять, исходя из дорожной карты, которую они опубликовали на следующий год. Особое внимание будет уделяться 5 пунктам, а именно решению технических проблем, адаптации пользователей, модульности, опыту разработчиков и совершенствованию стратегии выхода на рынок. Причем здесь они также написали, что за прошедший год Cosmos провел 52 миллиона транзакций на общую сумму $29 миллиардов в более чем 100 сетях. Вот только если сравнить TVL сети Solana и Cosmos, мы получим разницу в $650 миллионов. Да, несмотря на то, что Cosmos предлагает такие возможности, внутри сети находится всего 180 валидаторов, которые заблокировали только $600 миллионов, а у Solana более 1000 валидаторов. И даже такие поверхностные данные говорят о слабом интересе к блокчейну. Скорее всего, это связано с тем, что до банкротства Terra Luna она занимала большую часть, а именно 90% TVL, который был в сети Cosmos.
космос. Но после краха пирамиды До Квона с сети вывели почти все деньги и остались только мелкие проекты с капитализацией до $1 миллиона. Поэтому отсутствие масштабных проектов на сети – это большой минус. Если говорить о самом интересном, а именно о будущем движении цены, то Atom вырос, как и другие альткоины, а именно на 50%. Но все та же Solana или Link выросли гораздо больше. А если взять движение с начала года, то Atom один из немногих, кто остался на этом же уровне. За счет этой линии мы видим, как начиная с сентября 2022 года Atom торгуется в долгосрочном нисходящем тренде. И как вы видите, здесь были попытки пробить эту линию, чтобы продолжить рост. Но эти попытки не увенчались успехом. И это наглядно видно на недельном графике, где нам также стоит обратить внимание на 100-дневную линию EMI, которая также является жестким сопротивлением. И получается так, что если Atom не пробьет эту линию, 100-ю EMI и не проведет хотя бы месячную консолидацию выше $10, шансов на будущий рост очень мало. Учитывая все, что мы разобрали сегодня в ролике, я пришел к выводу, что Atom будет не самой лучшей покупкой для вашего портфеля. Эта монета ни в коем случае не скам, но она просто не имеет потенциал на уверенный долгосрочный рост. Говоря простым языком, она скучная. И тот же Polkadot отлично справляется со всеми функциями Atom, но при этом и растет лучше. А такие монеты, как Solana или Link, вообще перегоняют его по всем показателям. В своем портфеле Atom я не держу, но поскольку вы проголосовали за этот обзор, мы должны были его сделать. Поэтому если у вас есть другое мнение насчет Atom и вы считаете, что его нужно покупать, пишите об этом в комментариях. Также переходите в наш телеграм-канал, где мы скоро проведем опрос по монетам для нового обзора. И жмите на колокольчик, чтобы такие обзоры не пропускать. А вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч.